Если вы прямо сейчас ломаете голову, что вообще творится с крипторынком, то поверьте, вы далеко не один. Последние недели абсолютно все криптоинвесторы пытаются понять, куда мы с вами движемся. С одной стороны, торговая война не прекращается, напряжение между Китаем и США только усиливается, и тень нового кризиса все плотнее нависает над рынками. Но с другой стороны, тарифы Трампа пока на паузе, а ФРС прямо нам говорит: не переживайте, если что, денег напечатаем. Это значит, что поддержка рынка возможна в любой момент, и рискованные активы, такие как крипта, могут снова пойти в рост. И вот в этом хаосе непредсказуемости мы наблюдаем то, что пугает больше всего – максимальную неопределенность. Рынок то падает, то резко отскакивает, а вера в мощный бычий разворот на нуле. Но история показывает, именно такие моменты – лучшее время для покупки топовых монет. Вспомните прошлый год. Рынок медленно проседал, никто не верил в рост, а заработали те, кто не паниковал и откупал на дне. Именно поэтому сегодня в ролике я бы хотел провести анализ 8 популярных монет, которые были в наших прошлых топах, и указать уровни, на которых их стоит покупать. Также по каждой монете мы разберем актуальную метрику сети, я покажу диапазоны спроса, а также расскажу, как и на каких токенах лучше всего сейчас торговать, чтобы зарабатывать на краткосрочных движениях цен. Кстати, сегодня еще будет рубрика «Монета с комментариев», а именно тон. Ведь в комментариях вы часто просили нас провести анализ его цены, поэтому прямо сейчас можете перейти в комментарии и написать название монеты, на которую вы бы хотели увидеть новый обзор в наших следующих видео. А также обязательно поставьте лайк. Как только мы наберем 1500 лайков, мы выпускаем новое видео про альты. Всем приятного просмотра, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, друзья, несмотря на то, что сегодня мы уделим максимальное внимание теханализу различных альтов, не стоит забывать, насколько сейчас крипта зависит от экономических новостей, отчетов и, что самое главное, заявлений Трампа. И всю эту актуальную информацию мы продолжаем публиковать в нашем телеграм-канале, что позволяет вам оставаться в курсе всех важных событий. А для новых подписчиков у нас есть дополнительный бонус в виде списка самых перспективных альтов по мнению одного из крупнейших фондов США Grayscale. Так что переходите, подписывайтесь и узнайте, какие монеты покупает ведущая инвестиционная компания во втором квартале 2025 года. Но мы давайте сразу приступим к анализу первой монеты, а именно эфира, ведь сейчас его цена успешно тестирует диапазоны покупки, которые я озвучивал ранее вот в этом видео. Сперва немного метрики, которая ответит на вопрос, что происходило с эфиром в момент падения его цены. В результате недавней распродажи цена эфира пробила важную поддержку на уровне $1500. Тем временем базовые индикаторы показывают, что эфир может уйти еще ниже, прежде чем мы увидим устойчивое восстановление. Интересно, данные приходят с ончейн метрики. Сейчас эфир торгуется ниже своей реализованной цены. Это такая метрика, которая пересчитывает общую стоимость монет по той цене, по которой они в последний раз перемещались в сети. Когда такое происходит, это означает, что большинство холдеров оказывается в минусе, а это, как вы понимаете, часто приводит к распродажам. Мы уже видели подобное в июне 2022 года, когда эфир упал на 50%. Но что станет сигналом разворота? Ведь лично я по-прежнему считаю, что эфир имеет потенциал, и его точно стоит держать в долгосрок. Таким сигналом, конечно же, станет консолидация и накопление ликвидности. Сейчас мы наблюдаем чистый нисходящий тренд с кратковременными скачками цен, но проблема в том, что цена не может провести цикл консолидации и закрепить уверенную поддержку в конкретном диапазоне, как это было в конце лета и начало осени прошлого года. Поскольку давление продаж со стороны ETF-фондов сохраняется, а метрика пока не подает признаков разворота, мы можем этим воспользоваться. Цена эфира достигла второго диапазона покупки, который мы разбирали месяц назад, и теперь остается третий диапазон, который может быть протестирован прежде чем начнется рост, и это уровень $1000. Но чтобы не упустить момент разворота, я бы разбил данную область на 3 отдельных уровня, а именно 1200, 1000 и $950, дно 2022 года. Вероятно, именно здесь мы начнем наблюдать фазу консолидации перед формированием цикла роста. Для роста нужен приток в ETF, одобрение всех функций стейкинга, которую ждут фонды, ну и, конечно же, стабилизация мировой экономики. Пока этого, к сожалению, нет. Тарифы еще не отменили, и остается много нерешенных вопросов, поэтому спешить не будем, а лучше подождем более выгодные уровни. Тем более фирмы покупали ранее. А вот что касается трейдинга и заработка на краткосрочных движениях цены, я расскажу чуть позже. Далее бы хотел поговорить о Solana, которую недавно я купил на уровне $102. Она также протестировала второй диапазон покупки, который я вам советовал, но говорить о формировании уверенной фазы роста я также пока не могу, и сейчас объясню почему. В начале недели появились новости касательно одобрения спотового Solana ETF, но, к сожалению, не в США, а в Канаде. Новость, конечно, хорошая, но реакция рынка была нейтральной. Аналитик по ETF Эрик Болчунас заявил, что свежие ETF на основе фьючерсов Solana в США показали очень слабый
результат и получили менее 15 миллионов долларов притока. Так что даже несмотря на такую хорошую новость, цена особо не выросла. Конечно, после тестирования поддержки на уровне $100 Solana поднялась на 30%, но что говорит сетевая метрика? Начнем с сетевых сборов. Они просто рухнули с 35,5 миллионов долларов 20 января до всего 898 тысяч. Это падение на 97%, и это говорит о серьезном снижении активности в экосистеме. А еще давайте посмотрим на объемы торгов на DEX. 14 апреля они составили 2,1 миллиарда долларов. Звучит неплохо. Вот только это на 93% меньше, чем было на пике в январе. Тогда объемы доходили до 35,9 миллиардов долларов. Из этого можно сделать вывод, что Solana, которая напрямую зависит от активности в сети, по большей части от торгов мемами, пока еще не готова к развороту, что опять-таки играет в нашу пользу. Ведь в целом ее потенциал остается положительным. Как я сказал ранее, в начале апреля цена уже протестировала второй мой рекомендованный уровень $100. При этом цена осталась ниже 100-й и 200-й линии EMA, что сохраняет потенциал на повторное тестирование этой области. Таким образом, если говорить о самых подходящих уровнях для покупки, то вот эти диапазоны остаются актуальными по сегодняшний день. И соответственно, используя стратегию DCA, это постепенное накопление на разных уровнях, я продолжаю откупать Solana именно по этим ключевым ценам. Ведь ETF не за горами, и возможное снижение процентных ставок ФРС в этом году, о котором мы будем говорить в будущих роликах, станет положительным катализатором. Также потенциал на долгосрочный рост сохраняет XRP. В отличие от эфира и Solana, XRP достиг только первого диапазона покупки, что еще больше подтверждает теорию о том, что он достигнет второй зоны справедливого разрыва цены ниже уровня $1,5, которое было в ноябре прошлого года. Из интересного сейчас ходят слухи, что Swift может внедрить XRP. Звучит громко, но давайте не спешить с выводами. Да, Ripple активно работает с банками и продвигает свой блокчейн. После новостей о завершении дела SEC и покупки Haydenrod начали говорить, что Swift вот-вот объявит о партнерстве. Но на деле это все только слухи. XRP торгуется гораздо ниже своих пиков. Падение затронуло в первую очередь краткосрочных холдеров. Метрика нереализованной прибыли и убытка ушла в зону минус 0,13, что означает, что большинство из этих инвесторов находится в убытке. При этом это самый низкий уровень с начала года. По сути, мы видим настоящую капитуляцию. Люди начинают продавать монеты с убытком в надежде хоть как-то спасти свои деньги. Но в это время киты активно накапливали токены на прошлой неделе. Всего за 7 дней адреса, которые держат от 10 до 100 миллионов XRP, купили 510 миллионов монет на сумму более 1 миллиарда долларов. В данном случае мы наблюдаем капитуляцию слабых рук, но поскольку вот в этом отдельном обзоре на XRP я рассказывал, что он может стать главной монетой в США, учитывая интеграцию с многими банками, потенциал у XRP очень хороший. Согласно теханализу, на графике сохраняется нисходящая линия тренда и формируется первая поддержка ниже $2. Такое движение цены явно приведет к повторному тестированию этой области, где проходит 200-й EMA. И учитывая давление со стороны нисходящей линии тренда, XRP может протестировать вторую область для покупки на уровне $1,5. Ну а третий диапазон для накопления остается вот здесь. Но интересно, что в случае с XRP вот этот нисходящий треугольник можно использовать для трейдинга. И, например, можно будет открыть шорт около вот этого сопротивления, чтобы заработать на откате цены. И как раз таки данный сценарий уже анализируют аналитики нашей подписки Coin22 Pro. И помните, вначале я говорил про торговлю на эфире? Так вот, мы внимательно следили за волновым движением его цены. И сначала закрыли лонг на скачке до вот этого сопротивления, а затем поймали рост до уровня $1640. В отличие от спота, трейдинг дает возможность фиксировать хороший профит даже на небольших колебаниях рынка. Главное — грамотный анализ. И именно этим занимаются наши эксперты. А вы получаете готовые торговые идеи и четкие точки входа. Даже если вы раньше не торговали, не беда. У нас есть пошаговое обучение с практикой, где вы также получите индивидуальную сборку спота в портфеля под себя. Пока рынок фиксирует такую волатильность, это отличная возможность для прибыльной торговли. А с поддержкой и сопровождением от Coin22 Pro вы раньше всех будете знать, что покупать, когда покупать и где фиксировать профит. Поэтому становитесь участником Pro по ссылке в описании, проходите обучение и начинайте торговать прямо сейчас. А мы продолжаем анализировать перспективные альты. Следующую монету я давно не откупаю на просадке, так как считаю, что ее потенциал проигрывает многим другим альтам. Но в комментариях вы часто просите провести ее анализ, и это тон. Давайте кратко разберем, что происходит с его ценой и что от него ждать. В конце марта Toncoin пробил локальное сопротивление в $3,9, и все думали, что вот-вот он пробьет $5. Но в реальности произошел резкий откат. В первую очередь на это повлияли киты, которые начали массовую распродажу. За 8 дней тон потерял 26,6%, пробив важные уровни поддержки, такие как $3,5. Данные в сети показывают
высокую активность китов, что часто приводит к таким резким падениям. При этом объемы транзакций сильно выросли, и это сигнал к распределению активов. Большие игроки, видимо, воспользовались кратковременным ростом цен, чтобы ликвидировать свои позиции, в то время как мелкие инвесторы понесли убытки. С технической точки зрения, ситуация выглядит неуверенно. Мы видим, как тон сформировал фигуру треугольника, а падение привело к тому, что токен опустился ниже ключевого уровня в $3,5. Если текущий тренд продолжится, возможен дальнейший спад до 2,4 или даже до $1,8. Теперь что интересно, несмотря на падение, количество активных адресов в сети тон остается стабильным. Это говорит о том, что экосистема все еще имеет прочную базу лояльных пользователей, готовых удерживать свои позиции и ожидать более высокие уровни. Но самая главная проблема тон заключается в том, что он потерял интерес инвесторов. Хайп со всеми этими тапалками ушел, новые проекты на сети не запускают, а Дуров просто молчит и никак не подогревает интерес к этой экосистеме. Плюс к этому разблокировки монет продолжаются, что негативно отражается на цене. На сегодняшний день есть более перспективные альты. Ведь, например, если у большинства монет нисходящий тренд начался в конце января, то вот у тон он наступил еще в начале лета прошлого года. Поэтому потенциал на рост даже в предстоящем цикле у него очень слабый. Ну а вот у Link дела обстоят иначе. И глядя на график, мы уже видим положительный сигнал в виде тестирования первого диапазона покупки на уровне $10. Давайте проанализируем, куда будет двигаться цена дальше. Ведь сейчас формируется вот такой нисходящий торговый канал. Из последних новостей PayPal продолжает наращивать обороты в крипте и заключает партнерство с Link, а также Solana. Если Solana выбрали из-за быстрого блокчейна, то вот Link решает другую важную проблему. Он работает как децентрализованный оракул, предоставляя смарт-контрактам данные из реального мира. Но влияние на цену это не оказало. Тем не менее, за последние несколько дней активность китов по токену Link буквально взлетела. Мы говорим о росте на 178% по объему крупных транзакций. Но активность китов это не обязательно покупки, ведь с таким притоком ликвидности цена должна была идти вверх. Значит, наблюдались и большие продажи. Сейчас цена сохраняет долгосрочную восходящую линию тренда, но при этом и линия сопротивления ограничивает рост. Из-за этого я по-прежнему считаю, что Link опустится вот в этот диапазон спроса, где накапливалась ликвидность осенью прошлого года, чтобы после консолидации начать формировать разворот. Ведь фундаментальных положительных факторов у Link очень много. Также вот этот диапазон можно рассмотреть для краткосрочной торговли. Ведь как вы можете заметить, после временного роста цена снижалась и сейчас остается ниже 20 EMA. А что насчет токена SUI, цена которого уже начинает формировать боковое движение, что частично похоже на фазу консолидации. Проведя анализ сетевой метрики, я заметил много положительных сигналов. Во-первых, общий объем агрегаторов SUI уже превысил $30 миллиардов. Но что это значит? Люди все активнее торгуют, растет доверие и все больше участников вовлекаются в экосистему. Обычно рост объема говорит о том, что рынок оживает, а еще это отличная новость для ликвидности. Чем больше участников, тем легче входить и выходить из позиций без резких скачков цен. На графике SUI сейчас формируется падающий канал, когда мы наблюдаем новые низкие максимумы. И сейчас вряд ли цене удастся закрепиться выше уровня $2,5 в таком нисходящем тренде. И больше шансов на то, что его консолидация продолжится. Сейчас RSI на уровне 47, это значит, что токен пока еще не перегрет и есть пространство для роста. MACD бычий, линия MACD выше сигнальной, а также мы видим, что спрос превышает предложение. И это хорошая поддержка для цены. Также открытый интерес по SUI составляет $322 миллиона, и он продолжает расти. Конечно, в обычное время такие сигналы указывали бы на резкий рост, но давайте не забывать, что сейчас происходит на рынке и какие глобальные проблемы сдерживают рост. Из-за этого данные показатели нам не стоит переоценивать, поэтому я рассчитываю на повторное снижение цены в эту область, а затем консолидацию с тестированием локальных минимальных уровней, которые и выступают диапазонами для покупки. Также еще одну потенциальную монету, которую я бы хотел сегодня проанализировать, это INA. Ведь в прошлом году она показала очень хорошее движение, и после частичной продажи в начале года я планирую снова ее накапливать, поскольку проект работает с BlackRock и многими другими крупными компаниями, о чем я рассказывал вам в одном из наших топов в прошлом году. На данный момент цена монеты торгуется в нисходящем тренде, который начался в январе и движется к области поддержки в диапазоне 20-25 центов, где сформировался рост в прошлом году. В марте падение немного замедлилось, но цена все еще продолжала плавно тестировать новые минимальные уровни. Если проанализировать импульс цены, то согласно RSI он еще не дошел до перепроданности, за счет чего пространство для падения все еще есть. Но при этом первая поддержка, которая вероятно ограничит падение токена INA, находится на уровне 23 цента. Это первая область спроса. Также вторая область спроса находится на уровне 20 центов. И третий диапазон спроса мы можем наблюдать чуть ниже, около 17 центов. Эту монету я рассматриваю сугубо с точки зрения будущих новостей, связанных с токенизацией, а также интеграцией криптовалюты в финансовый сектор, потому что Etena имеет много финансовых партнеров, что положительно отразится на цене во время бычьего цикла. И само собой для таких альтов я выделяю в общем 10% от портфеля, которые распределяю среди всех этих монет, потому что главный упор остается, конечно же, на биткоин, а также эфир. Ну а напоследок хотел бы сказать пару слов про мемкоины, а точнее про токен Pepe. Ведь феномен Pepe в том, что его
его начинают скупать все, как только интерес к крипте возвращается, что пампит его цену вверх. Да, проводить теханализ мемкоина идея так себе, но давайте хотя бы посмотрим, что происходит с его ценой в последнее время. Вот эти две просадки цены и тестирование диапазона поддержки могут сигнализировать о том, что именно в этой области сохраняется ликвидность, а также интерес со стороны покупателей. Этот диапазон стал началом роста в прошлом году, причем дважды. Сложно сказать, что Pepe повторит движение прошлого года, так как сейчас условия на рынке кардинально отличаются. Но повторное тестирование и сохранение поддержки выше этой области может приостановить нисходящий тренд, что по итогу приведет к развороту цены. Но опять-таки это мем, и он еще более рискованный, чем альты сегодняшнего ролика. Если подвести общий итог, я вам скажу сразу. Сейчас нет явных сигналов или намеков того, что в ближайшее время начнется рост, подобный тому, который был в конце прошлого года. Пока вопросы с торговой войной не решены и ФРС не снижает ставки. Самый вероятный сценарий – это повторный откат до ранее отмеченных минимальных уровней и консолидация цен. Рынку потребуется сбросить слабые руки, чтобы легче было расти, а для этого нужно время. Но поскольку ранее мы разбирали, что со снижением ставок ФРС мы получим хорошую ликвидность, упускать такую возможность, чтобы откупать почти на дне, точно не стоит. Так что используйте эту возможность, обязательно следите за новостями в нашем телеграм-канале и ожидайте новые видео, потому что мы уже готовим для вас много интересного материала. А вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!